Привет, всем привет. Как всегда, напишите, если меня нормально слышно. Какой-то подайте знак, там, плюсик, минусик. Нормально слышно. И поедем. Так. Напоминаю, тем временем, у нас с вами есть вопросы из формы. На них в первую очередь я отвечаю. Это вопросы, которые были заданы заранее, подготовлены учениками. На них в первую очередь, во вторую очередь вопросы в чате. Если чей-то вопрос из формы пропустил, напоминайте, говорите: "Игорь, мой пропустили", и я проверяю, потому что у меня оно в виде вот такого Excel, не знаю, видно, не видно, вот Excel файлика, могу потеряться. Так, сегодня у нас много вопросов, прям много-много. Поехали. Вопрос первый. Приветствую, Игорь. У меня вопрос по пакетным стратегиям. У меня есть поисковые компании на услуги электриков, сантехников, ремонт кондиционеров. Могу ли я пакетную стратегию объединить эти компании? Но там цена за конверсию выходит не одинаковая. Может быть 100, а может 250. А я хочу их объединить, чтобы было более 30 конверсий в месяц для оптимизации. Нет, первый вопрос нет. В пакетной стратегии объединяются компании, где цена за конверсию примерно одинаковая. Ну, то есть, грубо говоря, если вы продаете там телевизоры, шариковые ручки, и вы это объедините в одну конверсию, то вам Google приведет кучу покупателей шариковых ручек, но по цене за рекламу, как за покупателя телевизора. Так, это будет слив бюджета. Стоит ручная стратегия. Если стоит ручная стратегия и недостаточно данных для оптимизации, оставайтесь на ручной стратегии. Сразу вот для всех говорю, ручные стратегии это неплохо. Вот почему-то некоторые говорят, вот я хочу побыстрее. Ручные стратегии это как вариант. Да, они требуют большего времени от нас, но это неплохо. Конечно же, все стремятся побыстрее перейти на автоматические стратегии, чтобы снять с себя время, ну, меньше времени тратить. Но на самом деле хорошо настроенная ручная стратегия может работать долго и круто. Еще думал, может, несколько клиентов объединить. Не, нельзя, не надо клиентов объединять однозначно. То есть, смотрите, погоня за количеством конверсий ради хорошей оптимизации не должна быть слепой. То есть вы не должны вредить сами себе и своим клиентам тем, что вы ради наличия большого числа конверсий объединяете людей. Не нужно так делать, нет. Очень прям не рекомендую. Лучше как бы будьте на ручных и просто постепенно, аккуратно масштабируйтесь. Не нужно вот этих резких взрывов, рывков. Андрей, как влияет установка цели компании в самом начале ее запуска? Нужно ли сразу устанавливать цель? Ниша продажа планшетов. У меня стоит цель оформления заказа. Я рекомендую всегда не указывать цель, это в курсе есть. Установлены также конверсии как дополнительные, добавить в корзину и переход на корзину. Как вы считаете, необходимо еще что-то учитывать? Для интернет-магазина оформление заказа – это самая главная цель. Не нужно ни на что. Смотрите, при аналитике можно обращать внимание там на переходы, на время, но для рекламы главная цель интернет-магазина – это всегда продажа. Вам же ж не нужны люди, которые переходят в корзину, или люди, которые добавляют товар в корзину. Не, вам нужны покупатели. Что можно сделать, если клики по поисковым запросам дают пустые переходы? Что такое пустые переходы? Первые 2 недели по этим поисковым запросам приходил более-менее нормальный трафик и давал положительные конверсии. Далее выглядят боты. На скликивание не похожи. Пробовал данные минусовать поисковые запросы, но они содержат название модели. А, Идея, в принципе, в том, что чем больше процент полученных показов в поисковой сети вы получаете, тем больше вы получаете реальных покупателей. Когда у вас процент полученных пятый модуль, траблшутинг, нет, там вот я как раз рассказываю, что когда у вас процент полученных показов не полный, ну, то есть маленький процент полученных показов, Google вам отдает самый низкосортный трафик. Поэтому увеличивать процент полученных показов, если не хватает бюджета, уменьшать количество ключевых слов. Так, это есть день Дения.
Добрый вечер. Прошел курс по поисковой рекламе, запустил, все работает. Дошел до медийной. Скажите, стоит ли ее запускать в сегменте продажи не уникальных товаров в сезон? Или оставить бюджет на медийную рекламу на межсезонье, сделав лид на бесплатные услуги? Исходя из того, что я понял из ваших лекций, для товара 90% эффективность. Да, для товара 90% эффективность– это поисковая и товарная реклама, торговая. Медийная– нет, но опять же, смотря какой товар. Ну у вас не уникальные. Мгм. Если вы грамотно это будете преподносить, то возможно что-то еще. То есть медийно не работает, когда просто на интернет-магазин, на иди покупай. Через какой-то там лендинг, сравнение, показ товаров в действии может и сработать. Вот я сейчас ищу глазами, что я покупал по медийной рекламе. Вспомнил. По медийной рекламе я вот такую штуку покупал. Вот, это такой вот осветитель, разными цветами он светит. Увидел медийную рекламу, как картинка, разные цвета светят, и я такой, о, это мне надо для съемки видео для YouTube. И купил. Но там был отдельный лендинг, прямо где описывал, как эту штуку применять. Вот. Поэтому можно попробовать. На ваш прямой вопрос, стоит ли тратить бюджет, не нужно прямо весь бюджет выделять, но выделите какую-то часть, протестируйте, посмотрите, что получится. Так, Людмила, здравствуйте. Уже существует Google аккаунт. Есть 3 компании, продажа строительных материалов и услуг. Можно ли создать компанию, например, лазерная депиляция там же? То есть абсолютно другой сферы. Смотрите, можно. Google этого не запрещает. Но из моего опыта, когда вы в одном аккаунте мешаете строительные услуги и лазерную депиляцию, у вас потом вы сами потом путаетесь. Ну, ты начинаешь чувствовать себя потом запутанным. Ты не понимаешь, э, куда уходят деньги, на то или на то. Постоянно нужно держать в курсе. То есть я предпочитаю под разные проекты, разные аккаунты, просто для своего душевного спокойствия. Но как бы, если вам норм, что у вас в одном аккаунте будет и лазерная эпиляция, и строительство, и стройматериалы, запрета на это не существует. Людмила, если добавить на сайте товар в Google Ads, ничего не нужно добавлять. Так, если добавить на сайте товар в Google Ads, ничего не нужно добавлять, само подтянется. Смотрите, э, по умолчанию в Google Ads ничего ниоткуда не подтягивается. Если у вас есть фит товаров, то есть если ваш программист на сайте написал модуль, который генерирует фит товаров, этот фит товаров у вас подключен Merchant Center. Этот Merchant Center подключен к Google Ads. В таком случае при добавлении нового товара ничего добавлять не нужно. Вот. Если же у вас ничего ни к чему не подключено, то нет, не появится. Google Ads не знает о вашем товаре. Так, Людмила, нужно обязательно добавлять и удалять ключевые и минус-слова или нет? Обязательно, ну, смотрите, а, вот я считаю, обязательно это, ну, слово такое само по себе, да, обязательно соблюдать законы. Я обязан соблюдать законы, я обязан платить налоги. Добавлять ключевые минус-слова не обязательно. Но если вы хотите, чтобы ваши деньги тратились эффективно, это стоит делать. Вот. Ну, то есть на вопрос обязательно я отвечу нет, не обязательно. Ну, не существует вашей обязанности добавлять ключевые минус-слова. Но если вы хотите, чтобы ваши товары продавались эффективно, реклама работала, ну, желательно, чтобы вашу рекламу видели по релевантным ключевым словам, то есть желательно их добавлять. Ну и желательно с помощью минус-слов очищать нерелевантных пользователей. Но опять же, это все желательно, это не обязательно. Поэтому на прямой вопрос, обязательно ли добавлять минус-слова? Нет, не обязательно, но очень и очень желательно. Так, Евгений. Э, Игорь, как преподаватель по математике, задумывались ли вы создать курс на тему математики для цифровых профессий? Ого, круто! А, Честно, задумывался. Задумывался. Давайте до конца дочитаем. Курс, в котором бы рассматривались основы математики и статистики, нужные маркетологу. Дроби, проценты, отношения, пропорции, множество, выборка, доверительный интервал.
С изучением Гугла заметил, что это по сути математика и логика, но за себя скажу, что плохо учил математику в школе и зря. Она бы сейчас мне очень пригодилась. Может быть, с вашей помощью получится это исправить. Допустим, если такие запросы к вам уже поступали и поступают, то можно начать с короткого вебинара, как тест аудитории, а дальше по ситуации. Значит, на самом деле у меня такая идея возникала, и я даже делал вебинар, мне кажется, в 2020 году математика в Google Ads. И пришло там очень ма то есть я объяснял, что такое, да, правильно, доверительный интервал, как работает распределение Гаусса, почему природе, в принципе, природа подчиняется математическим законам, каким математическим законам, э, как как понять, взаимоотношения чисел в рекламе. Но, насколько я помню, вообще никакой. То есть, вот вы первый, который прямо из учеников, уже у нас 2,5, по-моему, под 3000 учеников суммарно, и вы первый, который прям говорит, о том, что я хочу математики. Когда я сам пытался об этом рассказывать, люди говорили: математика скучно, типа, ну тебя нафиг, расскажи лучше, какие кнопочки нажимать". Вот, то есть идея в том, что как бы сделать, то я могу, но насколько он реально нужен. Курс по математике для цифровых профессий. Ну, то есть, это же будет курс не из разряда типа легенько посмотрели прикольные видосики и разошлись. Математика — это наука, которую многие не любят, ну, как бы формулы там, чтобы понять, как работает закон Гаусса, нужно посмотреть на формулу, разобраться. Это просто один пример. Поэтому прям мне было бы это интересно, но я не уверен, что это полезно зрителям будет. Вот так, вот такой ответ. Людмила. Э, Можно ли в работающем кабинете создать компанию учебную, потом удалить? Я ничего не сломаю в работающей компании? Нет, абсолютно. Создаете учебную, делаете в ней что хотите, удаляете ее потом, все. Те, которые работают, ну, то есть до тех пор, пока вы не трогаете то, что работает, вы создаете новое, экспериментируете то, что работает. Ну, единственное, что если вы запустите тестовую кампанию, вы должны понимать, что бюджет начнет на нее расходоваться из рекламного кабинета. Это единственное, что. То есть вы должны понимать, что Google реклама, когда запущена, она начинает показы объявлений и при кликах тратит ваши деньги. Ну, это всегда так. Так, Сергей, спасибо за сильный контент. Пожалуйста, стоит ли на автоматических стратегиях назначения ставок от максимум конверсии далее продолжать ставить UTM-метки? Зачем это делать специалисту по рекламе, особенно на больших бюджетах, когда мы кормим и Google большими данными от 100 тысяч долларов в месяц? Офигенный вопрос. Сергей, вам за вопрос медаль. Отвечу из своего опыта. Почему в компаниях, которые тратят даже $1 000 000 в месяц, мы все равно ставим UTM-метки? Потому что искусственный интеллект Гугла, он, блин, хитрая штука. Он идет по пути наименьшего сопротивления. Ну, все в природе идет по пути наименьшего сопротивления. Вы воды нальете, она потечет туда, где, как бы, ну, где низина, в низину. То есть это закон природы, это нормально. Так вот, смотрите, просто вот мой опыт, не привязанный к проекту, просто вот мое наблюдение. Говоришь Гуглу: Google, приводи мне людей, которые регистрируются на сайте. Google тебе приносит 100 тысяч человек, которые регистрируются на сайте. Ты смотришь, а из них покупают платную подписку единицы. Ты говоришь: окей, меняю конверсию. Говоришь: Google, приноси мне людей, которые покупают подписку. Смотришь, начинают покупать подписку сотни тысяч человек, и возвраты начинаются. 30% возвратов. Раньше возвратов не было. Как-то заставить, а возвраты, например, через месяц. Когда человек, например, человек на бесплатный триал подписывается, и через месяц с него с карты снимаются деньги, идет возврат. Как отследить без UTM-меток, какие компании, какие типы рекламы дают возвраты? Никак, только UTM-метка. Когда у вас есть UTM-метка из рекламы, значит, сразу для новичков, если сейчас сидящий новичок, у которого вот так вот округляются глаза, не обращайте внимания, до выстраивания серьезных стратегий, до там бюджетов в сотни, в десятки, будем говорить, тысяч долларов,
в принципе, глубоко. Об этом нужно знать, но глубоко задумываться не нужно. То есть есть способ, когда мы из рекламы к нашему человеку прикрепляем ярлычок, UTM-метку. Если этот человек там через годик начал возмущаться, мы знаем, какая рекламная кампания его привела. Если мы получаем статистически большой вал людей, которые начинают... Вот был на таком проекте ситуация, значит, проект был по крипте, по криптовалютам, и спустя 3 месяца начался прям вал людей, которые рефандили, то есть требовали возврат за платеж, совершенный 3 месяца назад. И оказалось, что всех этих людей принесла компания Pimax, настроенная на определенный регион, на определенную аудиторию. То есть одна компания. Если ты смотришь по данным общим, ну классно компания работает, приносит регистрации, триалы, оплаты. А потом раз, через 3 месяца поехали возвраты. UTM-метку отследил, откуда возврат, из этой компании отключил ее. То есть вот для таких целей UTM-метка нужна. Что если что-то пойдет не так через 2-3 месяца, даже через месяц, ты будешь знать, кто виновник этого не так, вернешься и отключишь этого виновника. Вот. А любая куки гугловская за эти 3 месяца просто устареет. Поэтому нужно. Так, это был Сергей. Дальше, Игорь. Добрый день, спасибо за отличный курс. Пожалуйста, уже на стадии обучения мне удалось повысить продажи в несколько раз, даже по сравнению с довоенным периодом. Супер, это круто. Я вот когда читаю такие, у меня прямо радость появляется. Класс. Ситуация. Настроил поисковую рекламу. Одна из компаний, самая эффективная, приносит в месяц 50 конверсий. Для моего бизнеса это отличный показатель. Открутил рекламу 1,5 месяца и поменял стратегию на максимум конверсии с целевой ценой за конверсию. С этого момента прошло 14 дней. Ситуация поменялась. Количество заказов снизилось, но поступление стало более равномерным. Если раньше было 5-7 конверсий в день, потом перерыв, и снова 6 заказов, то сейчас 1-2 конверсии, но чаще. Сейчас целевая цена за конверсию выше рекомендуемой. Рекомендуемая 62, факт 90. Дневной бюджет 600. Мгм. Не расходуется даже треть, хотя раньше при ручном назначении расходы достигали до 400 гривен в день. Вопрос. Покрутить еще на этой стратегии? Возможно, Гуглу необходимо больше времени. Или вернуться к ручной. Можете дать рекомендации. Значит, говорю из интуиции. Моя интуиция подсказывает, что если 14 дней и оно не дало лучший результат, вернитесь на ручные. Вернитесь лучше на ручные. То есть существует, я всегда говорю, что не существует идеальной лучшей в мире стратегии или идеальной лучшей в мире настройки. Для каждого бизнеса бывает что-то лучше, что-то хуже. Тут вот из того описания, что я вижу, скорее всего, слишком разные аудитории вводят похожие ключевые слова, но люди слишком разные, чтобы на малом количестве данных Google смог оптимизировать именно автоматически. Поэтому я бы вернулся на ручные, наращивать продолжал бы на ручных стратегиях. А когда я увижу, что уже какой-то достиг большего в 2-3 раза вала конверсии, я бы попробовал снова на автоматические стратегии, но ручную кампанию оставил бы нетронутой, а вторую кампанию включил бы автоматической. Вот так вот. Но сейчас вернуться, вот по чисто внутренней интуиции вернуться на ручные. 2 недели прошло, результат не очень, я так не люблю. Александр, здравствуйте, Игорь, здравствуйте. Для оптимизации поисковой рекламы мы изменяем ставки для ключевых слов, аудитории, местоположений. В итоге получается, что цена за клик зависит от многих факторов. И иногда это усложняет понимание картины в целом. Есть ли смысл сначала добиться нужных процентов показа по ключевым словам, а потом оптимизировать все остальное? Будет ли такой подход эффективнее оптимизации ставок ключевых слов и всех показателей за одну итерацию? Хороший вопрос. Отличный вопрос. Отвечу, опять же, мой ход мысли. У нас есть возможность по географии, города, страны. У нас есть возможность по аудиториям изменить ставки. У нас есть возможность по ключевым словам. Я мыслю следующим образом. Если я вижу, что какие-то местоположения, географии, или какие-то аудитории, или какие-то ключевые слова экстремально плохо или экстремально хорошо работают, я с ними заканчиваю сразу. То есть что такое экстремально плохо?
Это означает, что уже оно сожрало денег на 2, на 3 конверсии, но не принесло ничего. Например, это этот город или это аудитория. Либо же наоборот, оно приносит нам все супер. Вот первая итерация. Это экстремальные смотрим. Отключаем экстремально плохие, повышаем ставки на экстремально хорошие или выносим их в отдельные группы. Это экстремумы. Нам нужно добиться того, что мы отсеяли, вот как скульптор. Он ставит каменюку огромную. Он же сначала не таким, не маленьким, он сначала берет огромное долото, огромный молоток, и такой бубух, четверть каменюки отпала. Бубух, еще четверть отпала. Вот примерно такой же подход у нас. Значит, сначала большими мазками удаляем совсем лишнее, а вот потом, да, мы начинаем добиваться высокого процента полученных показов по ключевым словам, тоненького тюнинга географии, тоненького тюнинга аудитории. Но сначала широкие мазки. Сначала широкие мазки. Так, Алекс, здравствуйте. Я второй раз подряд не могу пройти подтверждение коммерческой деятельности. Вчера отказано, и после заполнения формы повторно сегодня не прошел проверку. Подтверждение личности пройдено. Рекламу запускаю и веду лично, проходя обучение. Тема лазерная эпиляция. Жена мастер лазерной эпиляции. Что им нужно от меня, мне непонятно. Нужно обращаться в техподдержку Google. На вопрос, нужно обращаться в техподдержку Google, ответ однозначно. При заполнении в основном вопросы общего характера, о том, работаю я на агентство или сам, чья компания, вид деятельности, кто целевая. А в отказе написано, что неправильно все как будто. Хотя таких вопросов не было. Документы о том, что я ФОП, не требуются при заполнении формы. ФОП – вид деятельности предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты. На вопрос 4. Что из перечисленного лучше всего описывает, как вы работаете с Google рекламой? Мой ответ. Я размещаю рекламу для собственной незарегистрированной компании. Мне не нравится ваш ответ не зарегистрирован. Попробуйте ответить для зарегистрированной. У вас же ФОП есть. Смотрите, это мы воспринимаем ФОП как не компанию, мы воспринимаем ФОП как физическое лицо, да? Э, В понимании Гугла вы компания, являющаяся формой собственности, ну, self-employment это не совсем. Self-employment это независимые специалисты. ФОП поэтому ответьте, я размещаю собственно, то есть ваша позиция, у меня есть компания ФОП, я размещаю рекламу для нее. И пишите в техподдержку Google. Нужно писать однозначно и говорите, ну, вот смотрите, вот вам это, вот вам ФОП, вот вам все, что вы еще хотите. Им может не понравиться, смотрите, лазерная эпиляция, я не юрист, но мне кажется, что в некоторых странах, не знаю, как в Украине, лазерная эпиляция относится к медицинским. Мне кажется. Но я могу быть неправым. Вот. То есть тут, в таком вот, в тонкой грани закона вопрос и правил "Гугла". Но в любом случае пишите в техподдержку и говорите: "Ну вот смотрите, вот всё есть, вот за это вот чё вам не нравится". И ждете, что они вам ответят. Если отвечают фигню какую-то, они, скорее всего, вам фигню сначала ответят. Вы им говорите: "Ребята, объяснить". То есть смотрите, у "Гугла" есть первая линия поддержки, это обычно которые, очень начинающие. Если вы начинаете прямо им логичными аргументами объясняться, они подключают специалистов второго уровня поддержки. Те уже грамотные, те уже хороший ответ дадут. Так, Василий. У меня доска объявлений. Создал обычную конверсию и конверсию на страницу благодарности на созданное объявление. Вы ссылки вставляете, но я ссылки не могу открывать. Ну, в форме ссылка не нажимабельная. В менеджере аудитории создал конверсию 540 и включил туда эти конверсии. Я правильно понял, что обычная конверсия реагирует на любое движение? Или даже клики на сайте регистрации. Открыть. Создал обычную конверсию. Что такое обычная конверсия? Ладно, сейчас попробуем. Обычная конверсия. Обычная конверсия. Что такое обычная конверсия? Конверсия. Ну вот я скриншот ваш смотрю, я не понял, что такое обычная конверсия. Ладно, читаем дальше, может дальше будет понятно. Правильно понял, что обычная конверсия реагирует на любое движение?
Смотрите, конверсия реагирует на то действие, которое вы в ней настроили. То есть если конверсия, а, событие на сайте, то она будет реагировать на то событие, которое вы привязали на сайте к ней. Через Google Tag Manager, через скрипты сайта, через что угодно, она реагирует на то действие, которое вы или ваш программист, или ваш разработчик сайта задали. Если вы задали действие, открытие объявления, создание объявления, регистрации, то будет на это реагировать. В то же время конверсия на страницу благодарности должна реагировать только на это движение, считать ее. Ну, то есть, если вы эту конверсию разместили на странице благодарности, она там будет, да. Создал компанию максимум конверсии. То есть, если я уберу обычную конверсию, я ставлю конверсию на страницу благодарности, то, по идее, должны списываться деньги только за создание объявления или как добиться того, чтобы деньги списывались за создание объявления не за клики на сайте. Смотрите, деньги списываются в Гугле всегда за клики по объявлению. Google – это система, построенная на базе модели оплаты цена за клик. Всегда будет списываться за клик. Другое дело, что в Гугле есть стратегии назначения ставок, которые помогают рекламодателям добиться необходимой цены за конверсию, подстраивая цену за клик таким образом, чтобы выходить на заданную цену за конверсию. Вот так вот. Но невозможно заставить Google, что Google, я буду платить только за конверсии. Такой опции нет. Есть опция, ну то есть в какой-то момент Google может вам сказать, там есть такое, что в каком-то типе компании, я помню, да, мол, оплата за конверсию. Но все равно под капотом вы будете платить за клики, просто оно пересчитываться будет. Оно создаст вам иллюзию оплаты за конверсию. Вот. Как добиться, чтобы деньги списывали за создание объявления? Тогда в настройках компании должна быть только конверсия создания объявления и никаких других. И тогда вы будете видеть в столбце стоимость за конверсию именно эту стратегию. Извините, именно эту конверсию. Александр запустил поисковую рекламу уже месяц. Цель – переход на сайт и заставление заявки на бесплатную консультацию. Результат не очень. 2 недели назад отредактировал ключевые слова, объявления, лендинг и увеличил бюджет до 700 гривен за день. Сейчас весь бюджет полностью за день не уходит. Показатель качества по некоторым словам поменялся. По некоторым до сих пор нет статистики. Заявок нет вообще, хотя клики какие-никакие есть. Я уже не знаю, что делать и как менять. Значит, первое. Модуль траблшутинг. Заходите, смотрите. Там есть урок, называющийся «Нет заявок». Смотрите. Так, вот сайт зашел у вас, ваш. Мгм. Так. М, Я не доверяю сайту. На сайте он слишком общий. Я лечу, ну тут типа, а, лечу депрессию, обращался к психологам. М, У меня не вызывает доверия ваш практический опыт. Вот вы пишете, что вы, смотрите, одно дело я молодец, другое дело я помогаю другим стать молодцом. Я читаю ваше описание. Вы практикуете йогу, медитацию – круто. Изучаете психологию, инструменты – круто. Я отказался от употребления – круто. У меня обладаю обширными знаниями – круто. Провожу занятия – круто. В своей работе я применяю многолетний опыт – круто. Вы молодец. У меня вызывает мнение – вы молодец. А можете ли вы мне помочь? Где в этом описании, что факт вашего молодца станет фактом моего избавления от моих проблем? Что может быть доказательством этого? Отзывы от людей, которым вы уже помогли. Кейсы людей, которые вы решили. Количество, статистика людям, которые, то есть
конкретность. Я вот сейчас я словлю этот момент. У вас не хватает на сайте веры в себя. То есть я вот читаю на ваш сайт, верю в вас, но я не верю в то, что этот сайт и вы поможете мне. Вот. То есть через вот так вот. Так, подумайте, подумайте сайт, надо сайт. Смотрите, и он слишком такой вот, ну, вот общий. Я бы предложил вам начать с чего? Сделать на этом домене лендинг, а на этом лендинге ну, что-то прям, ну, настолько конкретное. Я просто не психолог, я не знаю, какие бывают депрессии. Ну, вот какое-то вот одно, не знаю, депрессивное состояние или что-то. И добавьте какого-то визуала. м, ну вот не вызывает, поработайте. пора- Вот смотрите, я как человек вот просто захожу, текст, во-первых, полотна текста, я такой, фотки с фотостоков, вот оно как-то. То есть оно, в общем, если вчитываться, грамотно прописано, но не возникает желания вчитаться. Нет цеплялки какой-то, цеплялки, цеплялки. Попробуйте другую модель, попробуйте не через бесплатную консультацию, попробуйте через вебинар, попробуйте вебинарную модель. У многих психологов она хорошо работает. Создайте вебинар, максимально простую посадочную. И на вебинаре пообещайте решить, ну, ясно, вы не решите проблему человека, на вебинаре пообещайте решить маленькое что-то. Например, вот, ну, вот пример, смотрите. Вы решаете, например, проблемы человека с деньгами, и вы на вебинаре обещаете ему, что за вебинар он не решит, конечно же, проблемы с деньгами, там долги, но он на вебинаре построит таблицу или пошаговый план выхода из долгов. И если, то есть он сделает шаг, он вот маленький себе план построит, и дальше, если он будет следовать, у него там будет результат. Подумайте, какой вот какой маленький осязаемый результат человек после вебинара получит, чтобы он вышел с чем-то вот. Вот после моего вебинара люди выходят с PDF-кой, там, с руководством, они такие вооруженные, да, тут руководство, тут шпаргалка, тут уже понимание, и они вот идут, вот чтобы у вас с вебинара человек вышел вот с чем-то таким вот, чтобы вы за вебинар что-то сделали, он такой, ага, вот оно у меня есть, и я с этим пошел дальше думать или обращаться к специалисту. На что-то, чтобы у него в ручках, ну, образно в ручках, в головке осталось вот какое-то маленькое знание, маленькое понимание. Вот пример вспомнила, диетолог хороший, как же ж её, Катерина, не помню фамилию. И вот у нее как бы глобально она консультирует, проблемы с питанием на психологическом уровне, ну, потому что большинство проблем с питанием на психологическом уровне. А маленькая нюанс вебинара, она на вебинаре говорит: "Я вас научу, как приготовить такое блюдо, которое будет вкусное, полезное и как бы здоровое. Но при этом я вам еще и на вебинаре расскажу, дам табличку, типа там такая 3 на 3 основы здорового питания, и вы там сразу же поймете, как мыслить правильно. Вот подумайте над таким чем-то. Попробуйте через вебинар. Ну, потому что бесплатная консультация – это прям большой шаг. Это шаг. Бесплатная консультация с психологом. Многие, смотрите, у нас большинство населения вообще боятся психологов. И если вы человеку говорите, например, там, а я работаю с психологом, половина тебе скажет, у тебя крыша уже поехала, что ты, ну, люди не понимают, что психолог, там, психиатр, разные вещи, поэтому вот э, запись на консультацию к психологу – это большой сдвиг майндсета у человека, это прям шаг. А вы его, этот шаг сделаете маленьким, не надо на большую консультацию. Прийти, послушай просто. Так, Олег, немає доступів до матеріалу. Урок 4.3. Посилання з описом структури для інстрім. Значить, дивіться, якщо ви знаходите, що на курсі не працює якесь посилання, не працює щось десь не працює, пишете під уроком,
Не працює, отам от зверху посилання. Куратор тут же вирішує це питання. Так, Олег, на минулій зустрічі задавав вам таке ж запитання. По вашій методиці налаштували рекламу. Всі показники вище середнього. Стабільний цільовий трафік по гарячим і теплим ключовим словам. Як ви і радили, підняв вартість ключових слов до рівня показу вверху сторінки. Частка показів від 50 до 100%. Середній час проведений на сайті 1,25 хвилин. Посадкова сторінка з конкурентним асортиментом і пропрацьованими фільтрами. Результат дуже рідкі дзвінки і ліди. Конверсії фактично немає. За минулий місяць було 2460 кліків і 6 лідів. Жодного замовлення з реклами не було. Переглянули і проаналізували всі можливі варіанти, але об'єктивного пояснення ситуації не знайшли. Що можете порадити в ситуації, що склалася? І посилання. Так, дивлюсь посилання. Значить, посилання. Всім показую. Двері. Угу. 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 Значить, давайте логічно думати. Питання перше, яке я собі задаю: чи є конкуренція в цій ніші? Якщо є конкуренти, якщо вони показуються довго, значить в цій ніші є гроші. Тому що якщо в цій ніші гроші не будуть, конкуренти свою рекламу відрублять. Один там може бути якийсь зальотний, але всі інші відрублять. Тобто, якщо є конкуренція і вона по часу там якийсь час займає, значить гроші в цій ніші є. Виходимо з розуміння, що конкуренти є. Друге питання задаємо. Було 2460 кліків. Важливо не по яким ключовим словам були ці кліки, а по яким пошуковим запитам. Подивіться пошукові запити, по яким були ці кліки. Не ключові слова, пошукові запити. І подумайте, що дійсно шукали ці люди. Що дійсно шукали ці люди. Е, На мій погляд, ну отак от дивишся, начебто. Е, Значить, дивіться, оця от верхня плашка, яка займає пів екрану, тут написано, що можна замовити колір, розмір, склопакет, ковка, ручка, воно логічно виглядає, але воно, коли оце вискакує штукенця така текстова, воно якось ну, дуже багато тексту. І ще й ви кожне друге слово виділяєте капслоком. У цьому не проблема явно. Ну, подумайте, може, ви можете замінити 4 піктограмками, ви можете обрати піктограмка розмір, піктограмка колір, піктограмка замки ручки. Це просто мікропорада. Чому не купляють ваші двері? Я не знаю. Я не знаю відповіді на ваше питання. Чому не купляють двері? Я можу підказати, де шукати її. Знову ж таки, модуль наш траблшутінг. У нас є покази, кліки, перше. У вас начебто з цим все нормально. Но знову ж таки перевірте, по яким пошуковим запитам. Якщо пошукові запити ваші цільові, люди клікають, є CTR якийсь, тут все добре. Клікнули на сайт, не купили. Проблема в сайті. Чому проблема в сайті? Давайте зараз вхідні двері в будинок Київ. Вхідні двері в будинок Київ. Так. Так. Ну, дивіться, перший конкурент. Розрахунок на місці, от такі от піктограмки, розрахунок, гарантія, монтаж на завтра. Далі хіти просто для прикладу. І що тут у нас? Це не схожий. І далі на товар. Ну, в принципі, я б сказав, як у вас. В принципі, як сказав я, і у вас, але от у них спочатку воно виглядало більше як такий лендінг собі.
Оцей от цікавий мені подобається, називається «Київспецсталь». І вони себе позиціонують як виробник, типу, ну, у мене одразу зачепилось око «Спецсталь», тобто вони виробник спеціальної сталі для дверей. У них є якась фішечка, яка мене цепанула вже. У них є, що мене цепануло. Далі дивимось. Ага, от цікаво, дивіться. Противовзломні двері. Теж фішечка. Оп, зацепила. «Київспецсталь» опять. Тобто ваші конкуренти не відрізняються прямо кардинально, але у них є якась фішечка. У того «Спецсталь», у того противовзломне, у того одразу пунктами вони пояснюють, а потім відправляють на каталог. Тобто двері це не така штука, чохол, як чохол для телефону, яку можна з каталога товарів вибрати. Я так думаю. Якщо б я був власником вашого бізнесу, я б, мабуть, точніше сказав. Але от це виглядає як просто інтернет-магазин, типу вибирай сам, фішечки, ніяких фішечок нема. Подумайте над тим, щоб верхню частину екрану, по-перше, ввести якусь фішку. Яка це може бути фішка? Там спецсталь якась у вас, там противовзломність. Тобто щось, що немає у інших. От, ну, я ставлю себе на місце клієнта, вибираю двері. Я ввожу вхідні двері, і я такий: «Воу! 25 інтернет-магазинів. Приблизно на вигляд одне і те ж саме. Де обрати? Де обрати?» І я такий: «О, спецсталь. Прикольно». Ну, мене воно зацепило. Якщо б я був зараз шукав двері, я б у них на сайті. Назва, і вони там якось написали, що ми професіонали в виготовленні сталі, яка там взагалі куленепробивна. Подумайте фішку якусь. Чим ви можете. Тобто, дивіться, коли люди приходять до вас, ви можете сказати, а ми там 20 років вже працюємо, без фішок і все добре. Але коли до вас люди приходять з інших каналів реклами, вони вже якось. Тобто, коли до вас люди приходять навіть, звісно, з сарафанки, з там оголошень, з флаєрів, вони переходять до вас і дивляться вас. Коли людина приходить з Гугла, вона відкриває 3, 5, 10, вона отак от. Открыть в новом окне, открыть в новом окне, открыть в новом окне, открыть в новом окне, або середньою кнопкою мишки. Відкрила 10-15, і такий, ага, те ж саме, те ж саме, те ж саме, те ж саме. І залишає 2-3 собі, яке вже вивчає. Тобто, на відміну від інших каналів реклами, коли люди заходять до вас на сайт і читають у вас на сайті, тут люди відкривають купу сайтів, і вам треба їх чимось зацепити. Думайте, чим ви на сайті можете зацепити. Поставте на сайт Hotjar або Microsoft Clario. Це система для відслідковування дій на сайті. Подивіться, як вони діють на сайті. Копайте з сайтом. 2 точки контролю у вас. Пошукові запити, не ключові слова, а пошукові запити, и копайте с сайтом. Сергей, расскажите подробнее, как происходит механика списания средств с рекламного аккаунта при стратегии максимум конверсии. Решил сменить стратегию. Предварительно на ручных ставках набрали 30 конверсий за 2 недели и запустили эксперимент на 20% бюджета от рабочей компании на стратегии максимум конверсии. Наши конверсии это звонок, добавить в корзину покупка. Причем цель покупка достигалась 20 раз. Стоимость конверсии в подсказках эксперимента Google определил в 30 гривен, хотя на ручных ставках у нас конверсии получались по 120 гривен. Мы указали 30 гривен. В аккаунте бюджета на 10 конверсий. Вопрос, какими суммами будет списываться оплата в компании? Можно ли увеличить стоимость конверсии, например, плюс 20% каждые сутки увеличивать дневной бюджет? Значит, каким образом списывается? Списывается за каждый клик, но при этом Google старается оптимизироваться под заданные вами настройки. Если он видит, что он никак не дает вам, не может оптимизироваться под эти настройки, он никому вам не показывает, чтобы не списывать с вас деньги. Можно ли увеличивать стоимость конверсии? Можно. И увеличить дневной бюджет можно. Так и делайте. Увеличивайте по чуть-чуть. Так, Андрей, инструмент планировщик ключевых слов. По фразе «счетчик воды 65 по Казахстану» стоят прочерки. Как узнать истинную цену клика? Методом постоянного повышения ставки от меньшего к большему? Да. То есть если у вас запрос настолько редкий, например, счетчик воды 65 Казахстан, что у Гугла недостаточно статистики, чтобы дать данные, то есть он прочерки показывает, только или посмотреть по более высокочастотному запросу, например, просто счетчик воды,
и прикинуть, что ну, оно будет не сильно отличаться, ну, там, на процентов 20-30. Или повышение от меньшего к большему. Юрий. Добрий вечір. Щиро дякую вам за курс. І вам дякую за фідбек. Почав з магія Google 1, не встиг закінчити, взяв 4 і не шкодую. Мені він дуже допоміг повернутися до цивільного життя. Клас, я радий. Окремо подяка за варіант української мови. Будь ласка. Думаю, це було непросто. Насправді, знаєте, найбільше у мене не сам факт того, що українською мовою спілкуватися чисто. А проблема була в тому, що один і той же контент 2 рази на 2 мовах, і ти сидиш, думаєш: "Блін, я ж це вже казав, здається". А коли я це казав? В цьому уроці або в минулому курсі на російській мові. Тобто, ну, але я старався, будь ласка. Питання: змінив місце діяльності. У Google бізнес-профілі адресу змінив теж. Бо лякало клієнтів. Там були бойові дії. Отримав повідомлення: доступ призупинено. Наскільки критично це може впливати на рекламну кампанію? М, Взагалі не буду. Консультувався, кажуть, в умовах війни відновити неможливо. Якось пов'язано з Google картами. Дійсно, Google карти під час війни повністю будь-які зміни майже повністю припинили будь-які зміни. Не критично. Ніяк не вплине. Рекламуйтесь, как рекламовалось. Татьяна, добрый вечер. Создала первое в своей жизни объявление. Класс. При каких условиях мои объявления будут выдаваться в списке Google при введении ключевого слова? Пока я даже на 10-й странице его не вижу. Цену за клик, пока во всем не разобраться. Поставил 10 гривен. У меня магазин сухофруктов. Смотрите, первый модуль, 7-й урок, где я показываю предпросмотрщик объявлений и рассказываю, почему вы можете не видеть своих объявлений, как их смотреть и так далее. Смотрите, у меня просьба ко всем ученикам: избавьтесь от желания найти свои объявления в Гугле, посмотреть их глазами. Поверьте, они там есть. Если у вас есть цифры, если у вас показывается, что это объявление по этому ключевому слову было показано в 20 раз и кликнул 5 человек, это так и есть. Не нужно идти искать, выискивать свое объявление, переживать, что я его не вижу и так далее. Если вы прямо, смотрите, давайте так, если вы прямо очень хотите увидеть свое объявление, ну вот прямо вот у вас навязчивая идея увидеть свое объявление, лучше в предпросмотрщике, как я и говорил. Предпросмотрщик объявления в Google Ads увидеть. Если вы прям хотите в Гугле его увидеть во что бы то ни стало, возьмите ключевое слово какое-то в точном соответствии, ограничьтесь показ на ваш город, чтобы вы вам 100% хотите увидеться. Зайдите, подождите какое-то время, зайдите и введите это ключевое слово, букву из вашего города, и вы увидите свое объявление. Вот. Но в большинстве случаев не нужно переживать, что вы его не видите. Если есть цифры, клики, показы, это хорошо. Так, Олег. Дізнався від куратора, що крім магії Google є ще інші курси, як, наприклад, курс психологія продаючих оголошень та курс Google Shopping, товарна реклама для інтернет-магазину. Що це за курси, яка їх вартість? Можливо, є ще інші курси. На вашому сайті інформації не знайшов. Дійсно, є курси для вже існуючих клієнтів. Менеджер наш, якщо вам цікаво, пишіть менеджеру. Я думаю, так, на вебінарі. Простіше за все, або в клуб наш учнів написати, або куратору, він зв'яжеться з менеджером, все розкаже. От. Тобто є ще і психологія продаючих оголошень, і воронки продажів, і продаючий веб-сайт курс, і про товарну рекламу. Все є, їх додаткові курси у нас, 7 десь здається, мені може навіть більше. Вот. Напишіть менеджеру, вам все вона розкаже, покаже і зорієнтує. Так, окей. Вопросы из этого закончились. Читаю чат. Бесплатная консультация не цепляет? Я говорил, бесплатная консультация – это большой шаг. Его надо прям осилить. Так, благодарю, пожалуйста. Делал сайт под конкретный аватар. Здравствуйте. Пытаюсь запустить стратегию, Семен. Пытаюсь запустить стратегию рекламы по брендовым конкурентным запросам, но реклама почему-то не запускается, нету показов. Пытался запускать на разных стратегиях и никак. Смотрите, в чем проблема с брендовыми запросами?
Обычно вы можете писать бренд конкурента в ключевом слове, не можете писать его в объявлении. Это приводит к низкому показателю качества и к низкому рейтингу. Чтобы рейтинг вытянуть вверх, приходится ставить высокие ставки. Вывод. А если у вас нет огромных бюджетов, то при рекламе по брендам конкурентов вам нужно использовать ручную стратегию с высокими ставками. Ставки по запросам конкурентов всегда выше, на порядок выше, чем обычно. И будьте готовы, что это не всегда будет не всегда эффективно. Вот. Это иногда эффективно, иногда нет. Так, окей. Вопросов больше нет. В чате нет, там нет. Эдвард вопрос. Давайте, пока я читаю вопрос Эдварда, и отвечайте. Все, у кого есть какие-то вопросы, тоже их вставляйте в чат. И если не будет, будем завершать. Эдвард, магазин бытовой техники. Как правильно использовать конверсию? Создать через Google Ads в разделе конверсии и поставить как основное действие или как дополнительное? Как это влияет на рекламу? Если конверсия– оплата, то это основное действие. Что такое дополнительное действие? Это действия, которые не несут вам прямой прибыли, но вы по каким-то причинам хотите его отслеживать для анализа. Это там добавление в избранное, сравнение, вот эти вот все вещи. А это дополнительно. Основная конверсия для интернет-магазина– это какая? Это оплата. Человек оформил заказ и попал на страничку «Спасибо». Это оплата. Идеальная ситуация, если вы подключили электронную торговлю, Google Analytics взяли, нашли программиста, заставили подключить электронную торговлю, и у вас отслеживается прибыль от каждого заказа. Человек купил, у вас прибыль попала в аналитику, из аналитики Google.com. Это идеальная ситуация. Если нет технической какой-либо другой возможности, просто отслеживание на посещение страницы «Спасибо за заказ». То есть человек что-то купил. И на нее ориентироваться. Эту конверсию сразу ставить в начале запуска рекламы. Да, да. Сразу ставьте. Так, окей. Если вопросов больше нет, то увидимся с вами еще. На связи. Всем крутой, эффективной рекламы. Пока.